Беспроводные наушники, форм-фактора, вкладыши, которые могут похвастаться действительно низкой ценой, отличной эргономикой наушников, шумоподавлением во время разговоров, режимом низкой задержки для комфортной игры на смартфоне, а также собственным приложением с 8 пресетами и хорошим звуком. Обо всем этом нам заявляет производитель в рекламе к наушникам под названием Honor Earbuds X2 Moehen, при том, что это Honor Choice, а не чистой воды Honor. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, очередные топовые наушники Earbuds X2. Все максимально экономно, максимально дешевая коробочка. Напоминаю, что это канал Польза.нет. Супер дешманский подход, что в принципе я разделяю, учитывая стоимость. Супер дешманский кейс пластиковый, вкладыши, за что особый плюс. Type-C-шный кабель для зарядки, и это тоже является плюсом. И по большому счету документация, все, что нам необходимо для того, чтобы мы юзали наушники. Эти наушники мы сейчас ставим в уши, попрыгаем, ничего не произойдет. Пины здесь очень страшно выглядят внутри, в обзоре увидите. С наушниками бокс весит 46 граммов, без наушников 37 граммов. И 8,8 грамма, 4,4 грамма каждый наушник. Из интересного, опять же, это принадлежность к крупному бренду, с одной стороны, с другой стороны, максимально минимальная стоимость. На дне получается у нас кнопка питания. И все, что вы захотите о них узнать, вы узнаете в обзоре. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты, в описании. В прикрепе 3 моих основных телеграм-канала. Первый — это со скидками, нас там уже 67 тысяч человек. Второй — это телеграм-канал взаимопомощи, нас там 13 тысяч, но жесткие правила, зато о гаджетах вы узнаете все. И третий, наш уже там 1000 человек, Пользаграм. Там мы делимся фотографиями и видео разных смартфонов. Подписывайтесь на все, перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется белая, черная и мятная расцветки данной модели. Зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика, материалы неплохие, а качество сборки слегка хромает. Дизайн бокса стандартный. Габариты составляют 60 на 45 на 23 мм. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили LED-индикатор, краткую информацию, кнопку для сопряжения и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка в открытом состоянии не фиксируется, шарнир пластиковый и люфт у крышки в наличии как в закрытом, так и в открытом состоянии. Хлопок при закрытии бокса звонкий и слегка раздражающий. Внутри находится 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Маркировки или чего-то подобного внутри бокса нет. Наушники в боксе не гуляют, магниты, удерживающие наушники, хорошие, но если постараться их вытряхнуть, то прикладывать много усилий не придется. Вынимать наушники из бокса неудобно из-за крышки и глянцевых материалов. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 55 минут. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно. Наушники можно перезарядить от бокса 3 раза, саморазряд у бокса я не обнаружил. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика, дизайн по мне ничем не примечательный, и если с толщиной ножки можно мириться, то с зеркальной вставкой в месте, где находятся контакты для зарядки, смириться довольно сложно, так как выглядит это дело не очень привлекательно. Габариты 33 на 17 на 18 мм по самым объемным частям. Звуковод овальный 6,8 на 3,5 мм. Звуковод имеет обыкновенную сеточку, что также неудивительно. Посадка комфортная, при длительной носке уши, разумеется, не устают. Для занятия спортом они не подойдут. У меня они из ушей вылетали, но опять же, вы можете силиконовые вставки на Алиэкспрессе купить и на них натянуть. И тогда они у вас вылетать не будут, как и у меня. На корпусе расположили контакты для зарядки, 4 микрофона, маркировку левого и правого наушника и сенсорную область с небольшим углублением. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ, сброс вызова и включение игрового режима. На тапы откликаются наушники хорошо. Одиночного тапа нет, как и возможности настроить тапы, что, разумеется, фейл. Команды в наушниках сопровождаются системными звуками и женским голосом на китайском языке. Кто бы еще удивился, правда? Летим дальше. Оснащены наушники 12-миллиметровыми динамическими драйверами с биологической диафрагмой. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается,
нравится. По одному они работают и при подключении бесшовны, что хорошо. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса, анимации при подключении нет, как и мультипоинта и датчиков автопаузы. Емкость аккумулятора одного наушника 40 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут. Отыграли наушники на 70% громкости по кодеку AAC 4 часа 40 минут, что, конечно же, скромно по сравнению со временем автономной работы у других наушников. Но хорошо, что 4 часа они живут. Минус заключается в том, что один наушник, находясь в боксе, разрядился практически до нуля. Возможно, это брак именно моих наушников, или чисто теоретически слишком долго они у меня лежали. Далее, наушники имеют влагозащиту стандарта IPX4. Разумеется, я искупал их в воде, по итогу на функционал вода никак не повлияла, как и на внешнее состояние наушников. Разумеется, я тесты все делал до того, как я их купал, и микрофоны записывал тоже до этого. Само собой, не стоит подобным заниматься. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение earbuds X2, которое можно установить, отсканировав QR-код на коробке. В приложении функции по минимуму, можно обновить прошивку, которая, к слову, уже прилетала мне, а также воспользоваться эквалайзером с 8 пресетами. Пресеты неплохие, не сказал бы, что они очень хорошо настроены, но думаю, каждый найдет себе что-то по душе. Далее, Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC, SBC. Через две стены наушники не отваливались, но изредка проскакивали фризы. Задержка на YouTube глазу незаметная. В играх задержка с включенным игровым режимом, которая по заявлению производителя равна 125 миллисекунд, заметна, но не критично. Играть в целом можно без проблем. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума отрабатывают хорошо, голос сильно не искажается, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов earbuds X2 в помещении. Это вкладыши, довольно удобные, дешманского вида кейс, как и первая версия. И по большому счету, если вы меня слышите хорошо, вы должны меня слышать хорошо, то все отлично. Если нет, то не отлично. Делать всегда выводы вам. Сейчас я записываю в студии, то есть здесь все идеально для записи звука. Смотрим. Ну, еще немного дешмана на канале, поэтому микрофоны супер бюджетных вкладышей. Почему супер бюджетных? Потому что на момент, когда я записываю это видео, ну, учитывая курс, они стоят очень дешево. Как капсулы, наверное, для стиральной машины. Может быть, даже дешевле, большая упаковка. И вот так примерно микрофоны будут практически в идеальных условиях отрабатывать. Почему идеальных? Потому что ветра нет, машин по минимуму, и говорю я громко, четко и внятно. Сколько перегрузов, сколько всего, оценивать вам. Звучание. Запаса громкости слегка не хватает, но я в целом прослушал музыку на 70-80% громкости. Звучание меня порадовало, разумеется, баса нет, но само звучание довольно энергичное, как для вкладышей. Опять же, то, что баса нет, это для меня его нет. В принципе-то он есть, просто низкие частоты здесь слабоваты, ввиду того, что это вкладыши. Середина с неплохой проработкой, а верха имеют небольшой акцент. Вокал наушники отыгрывают отчетливо, с инструменталом эта пара справляется не мрачно и неплохо. Детальности звучанию достаточно, на 100% громкости каша присутствует, а точнее небольшое даже хрипение. Учитывая их ценник, я могу сказать, что звучат они хорошо. И точно нет ощущения, как от совсем дешевых китайских наушников. Минусы. Я бы отметил то, что нельзя настроить тапы, так как в этой ценовой категории есть наушники от других производителей, допустим QCY, у которых имеется возможность переназначать тапы, или Oppo Enco R2. Также выделю не особо качественную сборку, и в моем случае проблема с зарядом одного наушника, которая появилась потом, но все-таки все бывает, так сказать, правда? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, там уже море, наверное, отзывов и у купивших, поэтому изучайте этот вопрос. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, плюс я туда скидываю эксклюзивный контент. Допустим, вчера я скидывал, как микрофоны Sony 5 в режиме лютого ветра в парке отрабатывают, и по мне отработали они прям очень хорошо. Обзор, кстати, на них тоже скоро будет, на эти наушники. Резюмирую, Honor earbuds X2 Moisen за свой прайс имеют хорошее звучание, неплохие материалы и относительно привлекательный внешний вид.
лично мне они внешне зашли. В целом, за время использования они показали себя хорошо, несмотря на минусы. Не забудьте подписаться на канал. Всем, кто оставит комментарии под этим роликом, понятно, желательно без мата, хамства и рекламы, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья!